Это видео является обновлением моей информации, которую рассказывал вам в прошлом своем уроке про InApp. Потому если вы сталкиваетесь с покупками впервые и вам нужно интегрировать их с нуля, тогда обязательно посмотрите мое прошлое видео до третьей части включительно. Это до 8 минуты и 40 секунд. Там я рассказываю про такие вещи, как активация сервиса InApp, работа с UI и настройка всех товаров. И после ставьте там лайк и переходите на это видео. И важный момент, ребят. Там в начале третьей части я добавлял каждой кнопке компонент InApp Button. Но этого вы уже не делаете. Сегодня сделаем обработку по-другому. А чтобы добавить товар в список, как я там показываю, достаточно перейти в Window, Unity InApp, InApp каталог. Кстати, у тех, у кого была такая ситуация, что когда вы сделали билд и нажимаете в телефоне на какую-то кнопку с покупкой, то ничего не происходило. Это как раз именно из-за этого компонента. Не знаю, почему оно так не работает, но сегодня сделаем все иначе. А показывать буду на примере своей игры про Pop-It, которую недавно опубликовал и запилил про нее обзор. Ссылки на этот обзор и игру можете найти в описании. Охайо, ребят, вы во вселенной Rebel. На своем канале обучаю всему, что умею сам в сфере компьютерной графики и разработки игр. Не забывайте про мои каналы Telegram и ВК, ссылки в описании. Начну с демонстрации того, что у меня покупки работают и восстанавливаются. К примеру, вот запустил игру на своем телефоне. Тут у меня уже все куплено. Для наглядности вот проект в Unity. Так выглядит экран сверху, если еще ничего не купили. И скины без статуса VIP нельзя купить. Да и реклама запускается. У меня же рекламы нет и VIP скины доступны. Если хотите, запилю урок, как я сделал плавно исчезающее сообщение про то, что этот скин доступен только для статуса VIP. Теперь удалю игру и установлю заново. Не обращайте внимания на ранний доступ. Это я как тестер, то у меня тут еще внутреннее тестирование осталось. У вас же там все хорошо. Когда установил, заходим в игру и вуаля, покупки восстановлены, рекламы нет и VIP доступен. Давайте покажу, как у меня это все сделано, чтобы и у вас все работало. Первым шагом покажу, как у меня настроен InApp каталог. Тут у меня два товара. Это статус VIP и отключение рекламы. Название этих товаров желательно сделать, как и у меня. Это com, название компании, название игры и название товара. Тоже через точку. Но хочу обратить внимание, что название игры, Product Name, у меня длинное, потому в InApp я сделал его покороче, чисто для своего же удобства. Потом выбрал тип товара, Non-Consumable. У меня оба товара этого типа. Напоминаю, что Consumable — это многоразовая покупка, виртуальные валюты, зелье здоровья, временные бонусы. Дальше Non-Consumable — это одноразовое, отключение рекламы, доступ к дополнительному контенту, к примеру, покупка статуса VIP, как раз как и у меня сейчас. И Subscriptions — это подписка. Бесплатная пробная версия, ежемесячный доступ к онлайн-игре, также статусу VIP можно определить как и подписка. Восстановить после переустановки игры можно только два типа – Non-Consumable и Subscriptions. А тип Consumable нельзя восстановить, то есть при переустановке игры товаров с этим типом у вас уже не будет, что вполне и логично. Дальше локация, как и у меня. Пишите название товара и его описание. И, конечно же, стоимость. Внизу галочку лучше оставить активной. Про это все говорил в прошлом видео в третьей части, так что должны это уже все знать. С этим окном готово и переходим к коду. Вот мой скрипт, где я наконец-то дошел до гармонии. А мой путь решил оставить в виде комментариев. Чисто вам показать, сколько всего перепробовал, чтобы работало. Вам показал и теперь сделаю чистку этих комментариев, кроме парочки, потом про них расскажу. Итак, поехали. Вначале подключаем библиотеку Unity Engine Purchasing. Дальше наш класс, в моем случае InApp Manager, наследует не только MonoBehavior, но и iStoreListener. Это обязательно. Ниже будет ваш блок переменных. У меня это все панельки UI, которые скрываю или отображаю при покупках. Потом переменная iStoreController для инициализации сервиса InApp. Ниже все наши товары. Помните, добавлял их в InApp каталог. Так вот, тут эти ID должны быть такими же. Дальше методы. В старте инициализация сервиса покупок. Тут нам нужно в Builder добавить наши товары и присвоить им тип. В моем случае оба товара Non-Consumable. У вас же может быть еще Subscriptions или Consumable.
Тут у меня еще свой метод RestoreVariable. Про него расскажу позже, чтобы лучше поняли, зачем он. Дальше метод, который заменяет обработку покупки, которую делали ранее через компонент InAppButton. Сюда передаем имя товара, что хотим купить, и покупаем. А результат покупки определяем в следующей функции ProcessPurchase. Ее показывал и в прошлом видео, но сделал ее намного меньше и понятнее. Итак, она вызывается каждый раз, когда какой-то товар был куплен. Припустим, я купил отключение рекламы. После успешной покупки в BuyProduct вызывается ProcessPurchase. Сначала получаем ID товара, который покупаем, и ниже проверяем. Если это NoAds, тогда запускаем свой метод для того, чтобы определить, что получит игрок, когда купил этот товар. У меня это добавление PlayerPrefs со значением ads, деактивация кнопки покупки и карутины с рекламой в виде баннера. И ниже проверка, был ли куплен статус VIP. Если да, то отображаем свой баннер вверху. У вас же будет тут свой код. Может, вы тут покупаете товар consumable, и это монетки и тому подобное. Прописываете что угодно. Когда все это сделали, выводим сообщение в лог, что купили, и возвращаем завершенную покупку. Если же покупаем VIP, то логика такая же, только код чуть другой. Установка PlayerPrefs, скрытие одной панели и отображение другой. Опять же, тут будет ваш код, точнее весь этот метод у вас будет другой. Но если в игре вы делаете те же товары, что и у меня, то можете их и оставить. Ниже 3 метода нужны для обработки iStoreListener. Там ничего такого, просто вывод в логи, но эти методы должны быть у вас. Вернемся к моему методу RestoreVariable. Он очень прост. В начале каждого запуска я проверяю наличие нужных PlayerPrefs, чтобы понимать, что куплено, а что нет. Нужно это для того, чтобы вверху моя UI отображала все эти панельки верно в отношении приобретенных плюшек. Теперь давайте посмотрим, как у меня идет работа с этим скриптом. Мой скрипт я повесил на UI элемент пустышку, куда закинул все мои панельки, которые нужно скрыть или отобразить при покупках. А каждая кнопка уже не имеет InAppButton, а просто обрабатывает событие onClick, где в моем скрипте вызывает функцию покупки, в которую передаем название товара. Лучше скопируйте, чтобы не ошибиться. А как же восстановление, спросите вы? У меня оно работает автоматически, как вообще-то и должно изначально. Так что у вас тоже должно работать автоматом для товаров типа Non-Consumable и Subscriptions. Как именно оно работает? А когда вы удалили приложение, а потом решили снова установить, и у вас были уже там покупки, как я показывал в начале видео на примере удаления моей игры. Тогда приложение автоматически сверяется с транзакциями на вашем аккаунте Google, что куплено, а что нет. И для всех товаров, что купили, программа автоматически выполняет весь код покупки. То есть, грубо говоря, нажимает на кнопку «Купить» и бесплатно выполняет код. Запускается процесс Purchase для каждого купленного продукта отдельно. В моем случае это установка PlayerPrefs и работа с UI-панельками. Добавлю еще про тот код, который в комментариях оставил. Когда разбирался с этим InApp, нашел на форумах, что у кого-то восстановление не работало, и он восстанавливал товары вот так. А чтобы эту функцию вызывать только один раз при первом запуске, я делаю в старте вот так. Этот код оставлю для вас, но у меня восстановление работает и без него. Вот и все касательно восстановления. Хочу еще добавить про то, как я дальше работаю с этими PlayerPrefs, как именно открываю доступ к закрытому контенту и как именно отключаю рекламу. Возможно, это кому-то пригодится. У меня как раз в одном месте идет реализация и работа с VIP и с рекламой. Это смена VIP скинов. Покажу на примере Popit. Сначала проверяю, есть ли значение VIP. Если да, тогда выполняю код внутри. Если нет, тогда идет запуск кода, где показываю сообщение про то, что это доступно только для статуса VIP. Также, если идет смена скина, то показываю рекламу. Но в самой рекламе у меня идет проверка PlayerPrefs на наличие значения ads. Если есть, то рекламу не показываю. Вот такая простая работа с этими покупками. Ага, особенно когда я потратил 1,5 месяца на это все. Оцените это лайком и подписочкой. Для вас старался. Весь мой скрипт с покупками я даю вам, ссылки в описании. Там я оставляю все как есть, но помните, что часть кода вам нужно будет переписать на свой. Я про такие методы, как RestoreVariable, ProductNoAds и ProductVip.
И да, ребят, когда вы уже сделаете билд и отправите его в Google Play Console, то обязательно добавьте ваши товары в контент для продажи. Сейчас покажу, как это сделать. Заходим в Google Play Console и выбираем нашу игру. После переходим вниз, выбираем монетизация, товары, контент для продажи. Тут у меня уже 2 активных товара, а вам нужно добавить свои. Выбираем создать товар, вводим идентификатор, лучше скопировать с кода или in-app каталога. Я возьму для примера отключение рекламы и немного поменяю. Дальше имя, описание и цена. Я с Украины, потому цена у меня в гривнах. Сейчас по курсу $0.99 это где-то 26 гривен. Но ниже проверим для США, чтобы было $0.99. На этом все. У вас должно все работать. Давайте подведем итог того, что и как делаем в 2 словах, чтобы вы ничего не забыли. Первое — активация сервиса in-app. Второе — работа с UI. Делаем все кнопки, панельки и тому подобное. Третье — настройка всех товаров в in-app каталог, но без in-app button уже. Все эти 3 пункта показывал в прошлом видео. Четвертое. Берете мой скрипт и меняете все на свое. Название товаров, добавление их в билд и ваши методы в процесс purchase, где вы будете давать игроку те продукты, которые они покупают. Пятое. Настройка скрипта в инспекторе и настройка кнопок. Шестое. После загрузки билда в Google Play Console добавляйте товары в контент для продажи, а то работать ничего не будет. И седьмое. Ваш лайк и подписка под этим роликом. Что ж, на этом все. Спасибо, что досмотрели. Надеюсь, вам понравилось и у вас все получится. Если нет, пишите в комментарии. Оставайтесь на связи. Аригато и до новых роликов.